Друзья, всем привет! Несколько лет назад на нашем канале вышло видео, где я показывал, как правильно связать петлю под второй боковой поводок. Это видео стало очень популярным, большому количеству людей оно понравилось, но также и были те, кто писал в комментариях о том, что вязать петлю таким способом довольно сложно, долго и оно вообще того не стоит. Тут, конечно, не поспоришь, у каждого может быть свое мнение, кому-то сложно, кому-то легко. Я же по-прежнему считаю, что вязать петлю тем способом было совсем не сложно. Хотя, если честно, какая-то все-таки нотка сложности там присутствует. Вот. Итак, к чему все я это веду? Совсем недавно я наткнулся на очень интересный узел, который позволяет связать петлю такого же типа, только намного проще, буквально за 3 движения. И сейчас я вам это продемонстрирую. Для того, чтобы вам было все хорошо видно, я, как всегда на видео, буду использовать толстый бытовой шнур. А вообще на рыбалках эту петлю можно вязать как на монолеске, так и на плетенке. Поэтому берем нашу леску или плетенку и начинаем вязать петлю для второго бокового поводка. Также хочу напомнить, для тех, кто не знает, этих петель может быть не одна, их может быть хоть сотня. Все зависит от того, сколько поводков мы хотим привязать и вообще какую снасть мы изготавливаем. Например, я такие петли использую при изготовлении резинки, куда я ставлю 6 поводков, и также при изготовлении бороды для ловли чехони. Тогда я ставлю 5 поводков. Вот такие вот использования. Хотя я уверен, что существует еще достаточно много разных снастей, где эту петлю можно использовать. Итак, начинаем вязать. Вначале нам необходимо определиться, в каком именно месте на шнуре или на леске будет располагаться второй боковой поводок. Опять же, это все зависит от вашего желания и от того, какую оснастку вы вяжете. Ну, например, мы хотим, чтобы именно вот здесь у нас был боковой поводок. Поэтому в этом месте мы делаем вот такой вот перехлёст. И у нас получается большая петля. Вот так. Теперь мы берем за вершину этой петли и вот так вот делаем один оборот. Теперь у нас получается 2 петли. Давайте, для того, чтобы все было понятно, мы условно эту петлю назовем верхняя петля, а это у нас будет нижняя петля. И в принципе теперь нам осталось сделать последнее и самое важное действие. И скорее всего, когда я это буду делать, я пальцами закрою и будет, наверное, непонятно. Поэтому я постараюсь с помощью маркера это действие максимально просто и подробно описать. Значит, сейчас нам нужно сделать так, чтобы вот эта вот вершина верхней петли прошла под вот этим вот пересечением шнуров и вышла из нижней петли. Вот так. Попробую сейчас это показать на шнуре. Берем вершину верхней петли. Вот так вот сюда ее опускаем. И теперь надо ее вывести вот отсюда. Вот отсюда. Но завести при этом под пересечение вот это. Вот завели и вытаскиваем. Вытаскиваем, в принципе, немного. Вот так вот вытащили. То есть от того, насколько мы вытащим, от этого зависит размер петельки. Если нам петелька большая не нужна, то вот ее немного вытаскиваем и уже начинаем тянуть не за петлю, а вот за вот эти вот основные, ну, за основной шнур. В противоположные стороны вот так вот тянем. Также можно еще за саму петлю, ну, когда вот это затянули, уже тогда еще саму петлю подтягиваем. Она уже больше вылазить не будет, но при этом она затянет сам вот этот узелок. Вот, и у нас получилась отличная петля. Буквально, как я говорил, за 3 движения. Петля надежная.
И теперь на нее можно установить в дальнейшем поводок с крючком, ну, соответственно, способом петля в петлю. Давайте свяжем еще одну петельку. Делаем пересечение. Еще один оборот. И вот эту петлю верхнюю заводим под пересечение и достаем из нижней петли. Вот так. И вот теперь у нас уже есть петли под 2 поводка. Ну и так далее. И вот сейчас я слышу звук клавиатуры, как кто-то злобно пишет комментарий с вопросом: а почему же нельзя связать такую же петлю только обычным узлом или в крайнем случае узлом 8? Зачем выдумывать вот такие специальные узлы? Я постараюсь ответить на этот вопрос, тем более этот вопрос также часто писали в комментариях под тем видео, которое я снимал пару лет назад, там где показывал, как связать такую же петлю, только другим узлом. Ну, об этом я говорил в начале. Так вот, отвечаю на этот вопрос. Сначала мы свяжем петлю обычным узлом, ну или узлом 8, тут без разницы. Вот петля узлом 8. И, казалось бы, 2 одинаковых петли. Только эта петля у нас, которая слева, она связана специальным узлом, а эта петля связана узлом 8. Если присмотреться, то здесь мы видим, что из этого узла основные вот эти шнуры, они выходят вниз. А с этого узла основные шнуры выходят в стороны. И, как правило, когда мы вяжем вот такие вот боковые поводки, то предполагается, что нагрузка у нас будет идти именно вот такая. То есть основная леска или шнур будет как бы нагружаться вот так вот на разрыв. И что у нас получается? Когда у нас идет вот такая вот нагрузка, у нас шнуры, которые выходят из узла, а тем более лески, для лесок это еще хуже, они идут на излом под 90 градусов. И есть большая вероятность, что из-за этого в этом месте может быть обрыв. Конечно, не сразу, но я думаю, достаточно быстро. Опять же, смотря какого диаметра это у вас шнур или леска, ну и, соответственно, какого качества. А здесь, в специальном узле, мы видим, что шнуры выходят вправо-влево, ровно из узла. И что бы мы тут ни делали, как бы ни тянули, все идет ровно, никаких переломов нет. То есть узел мы изначально хорошо затянули. Если это леска, я забыл сказать, обязательно вот тут по-любому смочите, потому что надо узел затягивать хорошо, чтобы леска не перегорела во время затягивания. И все. Вот такая вот разница. Поэтому я считаю, что, конечно, узел 8 это отличный узел для вязания петель, но не в этом случае. Потому что вот эта вот ситуация совсем не нравится, когда шнур идет на излом. Лучше, когда он выходит ровно, красиво из узла. Тем более, когда вы теперь знаете такой способ, это абсолютно не составит труда связать такую вот хорошую качественную петлю для второго бокового поводка. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.